прошлом году приезжали, да? На нашу поляну. Снег уже такой тяжелый. Такой. Все, я иду. То, что я уже набрала снега за эти, за сапоги. Ой, какой ручеек. Потекли ручьи. Поедем. Нам надо заехать купить. Выращивать будем яблоки, поэтому заедем, купим. Так. Вот мы и приехали. Сейчас еще съездим в магазин. Я пока даже не выхожу из машины. Так, ну что, заходим. Вот уже елочки даже мои здесь из-под снега вышли. Там накрыта елочкой, здесь доски наши. Ой, и эта елочка уже вышла из-под снега. Я в этом году даже не накрывала, потому что ей уже 4 годика. Снег почти весь сошел. Вы помните, друзья, в прошлом видео сколько здесь было снега? Крот работает, да? Да. Не успела земля оттаять. Как он эту мороженую землю уже понарыл? Боже мой. Ой, освободились мои грядки от снега, наконец. Это ж было все здесь усыпано, и на столе было сколько снега. Столик уже освободился от снега. И грядки. Парник закрыт, не открылся, все в порядке. Моя гортензия укрыта на зиму. Вот, друзья, приехали. Класс. Тепленько, сегодня погода хорошая. Что успеем, сделаем, что не успеем уже до следующих выходных. Сейчас едем в Мастак, закупимся удобрением, будем опрыскивать яблони. Не удобрением, а наоборот отравой, бордокской жидкостью. Вот. Тепло, солнечно, красота. Наш домик. Красавица с ставнями. Мой любимый домик. Выхожу, сажусь в машину. Поедем. Как? Сошел снег уже с крыши с нашей, да? Да. Угу. Сосед. Скоро уже у него дом будет, да. Ну, Ой, речка видна, да? Река видна, Березина. Какая-то. Краску для деревьев. Надо, сказали, купить. Ну что, пойдем в наш маленький домик. Вот так уже снег сошел здесь. Елочка моя стоит, не раскрутилась. Уже можно заходить в погреб, посмотреть, что там, да? Не замерзли ли там банки? Был же такой мороз сильный.
Я пропиткой же красила вот эту часть, но она все равно вся... Воды много, да? Какую-то надо здесь более плотную, чтобы не упала. Приспособу. На все не хватает времени, да? А где тут, ты видишь, вода? Да? В ямке. В ямке? Смотри, не ступи, а то. Ага. Ой, целая такая полынья воды. Вот для чего она и сделана, да? Чтобы здесь не наступать потом в воду. Как он проникает? Ну, потому что не накрыто. Если бы была жестью накрыта крыша. Так, зашла по ступенькам. Это мы рыли будем прокладывать электричество, провода. Сюда не заходи. А что? Вода. Вода кругом. Да, после вода. О, смотри, да. Бляха-муха. И получается, ящик стоит на воде, да? Или он у тебя на камешках стоит? На камешках трохи стоял, да. Он на таких этих досках. О, бля. Все это. Он погниет. Все там. Картошка кипит стон. Бляха-муха. Надо на хороших 2 кирпича в следующий раз ставить этот ящик. Да, всюду вода. Ну, когда она высохнет. И этот ящичек. Яблочки как... Смотри, вот этот ящик у тебя на воде. Как звонок. Ящик. О, яблочки. Ой, красота. Хорошие, да? Одно только испортилось. Ну, два. 3. Ой, красота. Яблочки. Давай сейчас вынесем их. Хоть что-то радует. Значит, в погребе хорошо яблоки лежат. А траву мыши сели или ты не ложил там? Сели все уже так. Сейчас. Сели, да? Ну, что нам надо? Тогда надо поднимать, смотреть тут ящик, где картошка. Видишь, вода. Подземные воды. В прошлом году не было столько воды. Ну да. Хорошо, что А снега много таяло. Потопа нет, это не родилась. Ну, тут уже все. У меня было все в снегу, сейчас все растаяло. Да. Цветочки. Цветочки, которые я садила уже. Только торчат палочки на этом месте. Вот тут цветочки у меня. Так, еще раз. А этим... А здесь эти камни. А эти где были? Ну, здесь. Наверху? И вот они, видишь, почему-то Да, тут сгнили. все уже, тут видишь, все по плесенью покрылось. Тут надо все убирать, просушивать. Надо смотреть, там же морковка. Все, видишь, все плесень. Надо открывать это. Просто пускай. Открывай, да. И запах такой какой-то плесневый. Пошла плесень. Да. Все. Ой. Сейчас оттуда. Сейчас. Надо было немножко... Не, ну а что на проветривание мы поставим? Да. Оно замерзло. А здесь морковки у меня тонна. Банки ничего, нормально. Пофиг. Ну, свеклу заберем. А свекла была в ящике? Да. Она хорошенькая, плотная. Можно заберем. Ну, у нас там есть пока свекла. Мы же в следующие выходные приедем, наверное. Ну, то, что в ведре, так оно не страшно. А если у тебя в мешках стоит и попала вода снизу в картошку. Хорошо, что Вот видишь, я не замок. не замокла, но ящик испортился, потому что... А как эту воду вычерпать или что нам сделать? Ну, сейчас черпать надо, Черпать ведро тряпкой. надо. Ага. Оттуда. Ведро и тряпка, ужас.
Так, ну картошечка хорошая, да? Конечно. О, отлично, не проросла. Пучка прорастет, если холодно, правда? И темно, и холодно. А нам нужна картошка? Будем забирать? Конечно. Заберем, да, и яблочки заберем. Здесь пускай. Потому что ж еще будет мороз. Это ж ее закрывали. Да, будет сквознячок. Если два этих люка откроем. А как-то нам Илья предлагал сделать. Чем он предлагал? Более цивильно. Он как-то говорил. Сеточку Сетка. Ну, ты просто крышу. Крышу, да, он сказал, крышу надо. И тогда снег не валился бы туда. И тогда, ну, по крайней мере, влаги бы не было этой. Сейчас будут туда коты бегать. Что, они попадут туда, думаешь? Ну, конечно, это... А там большие дырки? Конечно, попадет кот. Отрезать, у нас же... А у нас нету сеточки такой, не? Надо было заехать в Мостаке, купить сетки тогда. Что скажешь? А? Ну, сетку ж можно купить такую, ну, обычную, не металлическую. Ну, действительно, туда коты будут залазить. Пошли в дом, зайдем. Вот наши березки. Одна бедная, наклоненная, потому что их шел бульдозер, выгребали тут мусор, и он своим ковшом толкнул, и вывернулась она. Жалко. И так ровненько стояли, хорошо. Раскрутилась меня вот это. Я абрикосик выкручивала. Вот не знаю, вот это, наверное, может быть, парусность создает. Может, его вообще просто снять. Но говорили, еще морозы. Наш дубок возле баньки. Так, ну что, заходим в дом, открываем. Песок обтряхивать надо. Тут слегка. Ну, здесь какой-то немножко такой запах деревенского дома присутствует, но не сильно. А здесь? Ох, здесь. А здесь? А здесь запах. Вот я чувствую здесь плесень, запах. Потому что уже пошла. Не, а здесь нормальный запах, и здесь все хорошо. Я думаю, что подсыпать. Вот как. Красота. Что, друзья? Приветствую вас в своем маленьком домике. Я его назвала гостевой. Вот. Приехали мы сегодня на побывку, что называется. Да, расскажу о наших планах. Ну, приехали мы тут с двумя, цель такая, ну, посмотреть вообще, что и как. Проверить, что у нас в погребе. Вот мы забрали яблочки, они хорошо сохранились. Ящик вообще прекрасно, потому что у нас уже закончились все, которые там где-то на балконе, где-то в холодильнике в квартире Минской. А здесь мы посмотрели, что в этой скрыне из досок, которую Сергей делал, хорошо в погребе, вот они сохранились. Ящики, которые просто на полках стояли, они почему-то сгнили. Наверное, они больше были подвержены перепадам температур, а все-таки в деревянном он такой довольно глухой, даже без щелей практически. Вот, то есть дерево все-таки сохранило от мороза их, и там поддерживалась такая равномерная температура, целый ящик хороших яблок. Вот, то есть можно там складывать, будем знать теперь, да. Картошка хорошо там сохранилась и свекла. Еще в таких алюминиевых бачках морковка стояла, но то, что наверху, вот оно какой-то немножко запах плесени, и видно, она там уже скоро начнет прорастать, морковочка. Сейчас мы ее еще раз посмотрим, как там у нее дела, у нашей морковки. Так, планы какие сегодня в этом доме? Ну, нам нужно его побыстрее благоустраивать, поэтому пока зимний вот этот период, апрельский, посадок сильно нету. Да, я, наверное, отвешу шторки. Вот, а потом вам еще расскажу о наших планах. Шторки отвешу, потому что темно.
уже светло, уже светлее, да? Друзья, буду освобождать комод, потому что собираюсь все-таки поменять местами комод и кровать, чтобы изголовье кровати было на восток, чтобы можно было спать головой на восток. Посмотрела, что не записалось мое видео, когда я вам рассказывала о том, что вот как днем смотрится вот здесь стол. Вот очень, по-моему, хорошо, уютно. Единственное, что может быть, да, знаете, как неплохо даже вот смотрится, когда здесь какая-то подушечка стоит. Вот здесь положить подушечку. Ну, может быть, не эту, какую-то другую подушечку. Вот. И мой венский стульчик здесь. И полочка. А здесь вот днем, когда мы смотрим, да, солнышко, а все здесь так уютно. Я ковер отогнула. А сейчас я вам еще раз хочу все рассказать, то, что я сегодня планирую. Так, друзья, ну что, я вот что буду сегодня делать. Сергей пошел там заниматься, он в погребе будет все там смотреть, как и что, куда вычерпать воду надо. Немножко вот смотрю, комод наклонился, то есть здесь пол чуть-чуть ушел туда в сторону. Но это не очень страшно, это так в домах бывает. Так зрительно вот сейчас мне бросилось в глаза. Я сейчас освобожу кровать, поснимаю здесь все с кровати, повынимаю шуфлядки из комода, и мы с Сергеем поменяем местами комод и кровать. Вот я сейчас начну эту перестановку делать. Пока вот здесь это все такое легкое убираю. Подушки. Кстати, смотрите, какая симпатичная вот это вот у меня из двух таких гординок. Я ее вот здесь вот хочу зашить. Получилась такая вот дорожка. Кстати, вот ее можно на стол стелить. Все подушки. Сейчас убираю вот эту скрипку. И что мы будем здесь? А еще можно будет вот это убрать. Так, и я сейчас уберу столик, выдвину шуфлядки, лампу все сниму и позову Сергея, и мы с ним передвинем кровать и комод. Потом нужно будет пол подмести, что мы здесь ходим. Так, здесь пуфик. Красивый такой лоточек Павлово-Посадский, а я им декорировала пуфик. Так. Принесли икону сюда, наши иконы. И, кстати, здесь нет пыли. Вот что меня радует, после того, как мы покрасили потолок, и Сергей замазывал щели, вот здесь вообще минимум пыли. Меня это очень радует. Кстати, удобно этажерка тем, что вот на нее можно что-то поставить, положить. Вот особенно, когда какие-то перестановки, или, например, даже вот мы принесли чаек, вот можно какие-то фрукты поставить, что-то поставить. Но вот эта этажерка с открытыми полками, она очень для этого подходит и очень удобна. Она не только как такой элемент декора, а вот физалис, который в корзинке, вот там в темном углу, он до сих пор красненький. А вот этот на окошке был красивый, кстати. Вот были веточки красивые, вот жалко, я не убрала. Ну, все не предусмотришь. Я довольна, что хорошо задвигаются и выдвигаются шуфляды. Вот они у меня чистые, поэтому я их могу просто на диван сюда положить.
так рада, что я покрасила пропиткой антибактериальной внутри, вот с боков, вот этот комод, потому что у него был очень сильный запах. Так, мебельный запах. Но сейчас посмотрим. Не сильно он такой уж тяжелый. Так, чуть-чуть надо его отсюда. Так, по чуть-чуть. Здесь подоконник мне не мешает. Я так маленькими шагами, в принципе, могу его из этого угла. Так, если мы возьмемся с Сергеем, он возьмется вот здесь, вот так, а я возьмусь вот так, значит, мы его и сможем сюда выдвинуть. Так, хорошо, ну тогда нам надо как-то разойтись. Мешают, конечно, эти полки. Немного мешают. Так, проведем ли мы? Ага. Слева вот так. Так, немножко ковер мешает. Так, здесь он должен пройти. Так, тогда мешает зеркало. Так, и мешает этот столик. И эта шуфлядка мешает. Вот сюда. А этот столичок вот сюда. Еще кресло отодвину. Там Сергей зайдет. Потому что когда он придет, он любит все быстро. А когда быстро, это снова поцарапается пол. Вот, сейчас я потихонечку, наверное, еще его попробую. Так, ну так пол царапается. Лучше, чтобы он пришел. Да. Кровать. Кровать желательно снять матрас. А для этого я сама покрывала. Те, кто не смотрел мои самые первые видео о домике, я говорила, что у хозяйки много было таких вот шитых. Она, видно, сама хорошо шила или она заказывала в пошив. Вот этот подзор, он был белого цвета. Я его покрасила в такой кремовый цвет. Красила я его кофе, заваривала. Вот, кстати, здесь очень красиво сделана такая, как, я не знаю, как складочка, если вам видно. Вот такая, ой, как это сказать, ну то есть пришита оборка при помощи вот такого изгиба, и получается даже вот как своеобразное такое вот кружево. Вот я потом, наверное, выйду вам, когда освобожусь здесь, покажу поближе, чтобы вы рассмотрели. Вот, и почему я его красила? Ну, во-первых, потому что на нем было пятнышко, вот, а сейчас этого пятнышка я не наблюдаю, оно было такого... На белом фоне было заметно это пятнышко. Так, значит что? Осталось снять... Вот не знаю, наверное, может быть, если мы отодвинем кровать чуть-чуть, тогда может комод вот так вот туда, по стеночке, чтобы его сюда не тащить. Вот как лучше. Да, туда его тащить будет дальше. Значит, мы развернем так кровать, а комод пойдет по стеночке. Чтобы не задеть руками, я, наверное, вот эти... сниму отсюда с подоконника, потому что Сергей там начнет очень быстро все это делать, может махануть рукой. Так, еще может это, кстати, картина упасть. Я ее тоже сниму, когда мы будем тащить это все. Вот сюда положим. Ну все, осталось, я позову Сергея, и мы здесь снимем матрас, и потом уже все передвинем. Вот, друзья, кстати, вам заодно здесь близненько будет вам рассмотреть. Вот покажу вам. Видите? Видите, как сшито? Вот таким, я не знаю, как это делалось, и либо пришивалось как-то. Ну, они настолько ровные, эти зигзаги из ткани, вот как-то зажато здесь. Ну, если это она хозяйка была, то, конечно, она рукодельница. Либо она отдавала какой-то подруге. И в ателье такое делали. Но это не фабричное, это
кто-то вот на машинке делал, потому что я здесь не вижу, чтобы это было похоже на какое-то изделие, которое продавалось фабричное. Вот, такие дела. Ой, такие уникальные вещи. Снять матрас надо, потому что так мы с тобой кровать не передвинем. Я не развернусь. Не развернул, а что мешает? Это все мешает. Подожди, надо сначала то кресло. Какое? Вон то. Потом этот тяжелый. Вот это кресло туда. Давай неси. Сразу несем. Вот этот мешает прежде всего. Вот это. Столик? Да. Не заставляй, ты же там идти будешь. Где? Ты когда куда мне идти? Мне вот туда надо, это столик убрать. Кресло тоже пол царапает, я вот так швархаю. Еще. Так здесь же зеркало, Миша. Еще. Куда же еще? Ну, зеркало можно куда хочешь. Давно оно ж тяжелое. Ну, хватит. Ну еще, чтобы я свободно. Ну, куда я тебе это подвину? Мне надо кресло двигать. Ладно, все. Давай. Дай вот это чуть-чуть. Стой, давай ты возьмешь. Не царапай пол. Да, не царапай. Чуть-чуть давай. Давай. Ну, так. Ну, чуть-чуть еще ты на себе. О, все. Почти. Всё. Это не все, это ничего вообще. Потому что мы его не разделим. Не этот. Все. Заставили. Все. Нет. Надо этот матрас убрать. Подожди. Ну, даже если ты матрас уберешь. Давай поставим сейчас такой. Ну, Давай его. ну сюда давай. Еще чуть-чуть подвинь. Вот. Все. Ты ничего не сделал уже. Я сделала, все Я уже нормально. матрас сюда поставил. Подожди, куда? Куда сюда? Здесь комод будет стоять. Ну ж комод тут так развернем по стенке. Ножку кровати туда, вот только мешают полки на диван их. Перешагни, положи их на диван. Полки. Я сейчас очень придумала, как нести это. Вот так вот руки вставляю туда и неси. Поворачивай. Неси. Ой, стой. Ой, что я устала. Фу. Он тут поместится, давай померяем. Ну нет же ж. Надо же это тогда убирать. Повесить. А, мы потом это передвинем. Давай мы его пока как-то так сунем. Пока. Вот так поставь. Все. Ставь пока. Так мы его подвинем потом. Ну, помещается. Двое пополам. Да? Ну. Теперь где изба? А, все уже нормально. Смотри. Бери за кровать. Чекай. Ты что не видишь? Я не выйду. Так, я выйду, подожди вот здесь. Так, подожди. Не кати ее, потому что писяги. Вот. Ну что, как думаешь? Ближе сюда или туда, к стене? Куда пришел? Куда? Сюда? А туда? Не надо? Чтобы так шторка была? Еще. К стене, к самой. Да. А я бы и туда подвинула. Так. А зачем к самой? Во-первых, матрас не поместится. Матрас же немножко шире. Не, ну это ты уже сильно. Слушай, а как же мы будем к подоконнику подходить? Я не знаю. Надо проход оставлять. Давай мы потом диван еще туда отодвинем. Чтобы тут можно было, ну хотя бы я могла
так, зайти к окошку. О, чтобы я могла хотя бы к окошку зайти. Вот надо оставлять какую-то. Зачем? Хотя зачем к окошку? Что там к окошку, правда? Пыль протереть можно встать на тюфяк. Ну так некрасиво, да? Давай пока так оставим. Поживем, увидим, хорошо это или нет. Все. Ты видишь, пол уходит туда? Да? Дом уходит туда. Дом уходит туда. Ну все, давай матрас поставим. Что вообще? Почему? От воды этой. Ну это обычное явление в таких домах. В нашем том доме тоже так уходит. Просто здесь вот, поскольку поставили кровать, стало заметно это. А так бы мы с тобой и не заметили, если бы тут не стояла кровать. Давай. Он вообще очень сильный. Понесем, пожалуйста, давай. Время мало уже, сейчас солнце садится. Только вот не знаю, где была голова, где-то все. Ну сейчас уже так. Так, берись вот за эту Вот сейчас стенку. уже без разницы. За стенку вот эту, вот как я, рукой возьмись. Одной рукой так, а другой снизу. Ой. Нет, ты говоришь плохо. Ставь на кровать его. Ставь на Подожди, кровать. Стас, поставь ты. Поставь на кровать. Поставь ты его сюда. Мне же надо выйти. Как я его поставлю на кровать? Даже можно потом, если к окну подойти, кровать чуть-чуть отодвинул, и все. Чуть-чуть же ее можно вот это. Ну, только надо на место его поставить. Видишь? Чуть подвинь. Смотря куда ты будешь спать. Если здесь, то здесь так лучше, чем Ну, там. Так не надо. почему? Потому что там Головой дырка. на восток надо Ну там ставить. дырка будет, ты подушку не положишь. Зачем? Какая дырка? Ну подушку на матрас кладешь, чтобы дырки не Так было. я же не видела, что он там. Все Да нормально стоит. нормально он стоит. Здесь просто вот оно чуть-чуть вот. Видишь, неровно. Вот так. Он немножко неровно. Отлично. Мне нравится. Все. Давай я все поставлю на место здесь. Здесь подвести надо. Все. А ты можешь идти заниматься. Давай, у тебя много работы. Вот, друзья, вот так получилось. Комод здесь. По-моему, и очень даже неплохое место для комода. Вот. Вот, и еще буду думать. Еще буду думать. Сейчас все расставлю. И вам покажу уже результат. Ну что, друзья. Так, пока не очень, потому что кровать не заслана. Я решила комод все-таки поставить по центру, а не в углу, может быть. Тогда эта этажерка здесь, она не смотрится. Решила я ее перенести в ту комнату. Может быть, в эту комнату, а может быть, даже и вот сюда, возле печки. Попробую так сначала. Потом, если мне не понравится, тогда уже в ту комнату. Так, жаль, что вам здесь, конечно, не видно. Зато слышно, да? Так, я... Ой, вот это сюда хочу. Ну что? Нет, что-то здесь в этом не то. Две какие-то, скажем так, кресло хорошо сочетается с комодом, например, да? Этажерка здесь, вот эта тумбочка здесь не очень. Она там была лучше. Хорошо. А если этот столик туда, тоже не очень. Ну ладно, пускай, может, этажерка пока здесь и остается. Смотрим. Приживется ли она здесь, как и была? Она, по крайней мере, по цвету сочетается с комодом. Хорошо, остается зеркало переместить и задвинуть шуфлядки. У меня здесь еще.
получается трюмо. Ну вот, получается неплохо, да? Сейчас со стороны посмотрю. Здесь не очень красиво. Этот угол. Ну, это же я закрашу. Это ж не навсегда, как говорится. Вот так со стороны еще гляну. О, здесь так заиграло. Солнышко. Все зеркала, они очень украшают. Пока пусть так остается. В общем-то, в принципе, неплохо все вышло у меня здесь. А эти корзинки, они хорошо здесь смотрятся. Светильник только не дотягивается до розеток, если здесь. Ну, можно удлинитель. Так. Напишите, друзья, как вам. Вот это, кстати, снимается, может сниматься. И другой цвет. Картинка у меня такая с крышечкой. Здесь можно что-то хранить. Какие-то предметы, расчески, там какие-то булавки, какие-то шпильки. Хорошо, эту вот я пока тумбу возвращаю на место. Она здесь тоже. Тут можно что-то на нее положить возле печки. Ну что, кресло тогда здесь может поместиться. Здесь, под окошком. Ну что, хороший уголок здесь для кресла. Все, застилаю кровать. Ну, да, только я шуфлядку не ставлю. Да, шуфлядочку надо вставить. Все-таки они закрывались хорошо. Это все зависит от перепадов температур. Потом Сергея позову. Он, может быть, поменяет их местами. Так, хорошо. Здесь расставляем, раскладываем. Ну все, сейчас укрою кровать покрывалами. Здесь расстелю ковер. С пакетами. И покажу вам уже результат. Еще раз вам показываю свой столик нарядный со скатеркой. Вот такой вот там вид уже на лес из окошка. Там лес, луг и река. Снег почти сошел у нас перед домом. Ну что, друзья, вот у меня определилась вот комната. Ой, запылилась тут немножко, прибиралась. Вот так. А кресло это, как я уже говорила, это уличное кресло, поэтому оно здесь временно, на сохранение поставлено. Эту корзинку я не знаю, куда мне ее определить. Она была, скорее всего, для подушек, для каких-то салфеток, может быть, можно было ложить салфеточки. Так, но у меня не помещается вот этот сундук. Кстати, да, салфетки здесь могут храниться. Тем более есть крышечка. Вот такая крышка. Ну, пока вот так вот. Если я захочу, могу накрывать крышкой. Не закрылся у меня комод, но потом придет Сергей, и я не знаю, я, может быть, все-таки не те шуфлядки вставила. Может быть, это средняя вниз должна идти. Я подумала, что почему у меня, когда там стояла кровать, возле нее помещался сундук, и вот так вот помещался столик. Но можно так поставить, но тогда не будет выдвигаться. Я вот не понимаю, почему, когда кровать стояла здесь, у меня там все выдвигалось. Ведь, ну, одинаковое же здесь расстояние. Я еще пересмотрю свои видео. Не знаю, почему остался сундук стоять вот нигде.
Значит, я его, смотрите, ставлю вот сюда. Хотя здесь очень красиво стоял у меня пуфик. Здесь можно было присесть возле столика. Ну, я его тоже поставлю, но сначала я туда поставлю вот этот вот куфр. Здесь он влезет или нет? О, друзья, он у меня здесь не влазит. Он у меня здесь не влазит. Так, хорошо. Если так, я не понимаю, почему? Почему мебель вся та же, но почему у меня не помещается? Это открываться должно так, поэтому разворачиваю. Так. Еще же это не закрыто. Вот. Ну так он открывается здесь. Хорошо. Вот. И тогда у меня вот здесь вот так вот можно будет присесть. Присесть, отдохнуть. Я еще подумаю, пересмотрю видео, почему у меня тогда все помещалось. И даже кресло, от кресла ничего, в общем-то, не меняется. Почему у меня помещалось так по той расстановке, все у меня влазило. У меня сундук стоял возле кровати, а столик стоял так к окну. Получалось, что я не могла выдвинуть полочки. Да. Ну, сейчас стелю коврик здесь красиво, вот этот входной. Он здесь на уголочек должен ложиться. Так, на уголочек входу. Вот так вот кладут. Здесь делают такой загиб. Вот. И вот так тогда не носится столько песочка. Тогда не носится песок. У меня не получилось постелить этот коврик. Опять надо пересмотреть видео, как я его стелила. У меня была от кровати вот так вот туда наискосок по диагонали. И, кстати, он очень хорошо собирает песочек. Вот. Ну вот, а здесь уже вот так вот нарядно. Ой, посмотрите, как красиво, когда солнышко светит, да? Вот такой вот у меня вид. Вот, я говорю, что я пересмотрю. Как у меня стоял этот сундук с пуфиком. Вот, кровать мне нравится очень. Из-за своего положения здесь. Больше, чем тот раз, когда кровать стояла изголовьем сюда. Кроме того, это уже по правилам, как бы на восток кровать смотрит. И все время на солнечной стороне. Вот, там Сергей за окошком. Он там что-то делает возле погреба. Спрятался. Продолжаю вам показывать, как здесь, возле печки. Я уже говорила, что мы всю печку побелим. Эту черную сажу, мне сказали, можно просто тепленькой водичкой мыть. Так что не страшно. Это тень, это не сажа, это тень от шкафа. Вот такое сероватое. Это на видео оно так. Там мое пальтишко висит. Да, ну, это не вешалка, конечно. Это пока у нас нет прихожей вешалки. И мы здесь раздеваемся. Вот, столик. Я не знаю, как мне табуретку со стульчиком еще расставить. Потому что табуретка вроде бы как тоже нужна. Вот на печку залазить. Может быть, я ее все-таки здесь и оставлю возле печки. Ничего страшного. Ну, это же не музей. Правильно, мы же здесь живем. Это все реальная жизнь. Вот. Вот такой вот вид. Еще вот так подальше отойду. Но комната очень светлая, потому что здесь круглый день солнце светит. Сначала вот в эти окошка, на которые мы смотрим, а потом вот поворачивается солнце после обеда, светит сюда. И получается весь день солнце. Солнечная такая комнатка. И она у меня такая нарядная. Вот я застелила салфетку
такую самодельную салфетку из... Ну, это старый тюль. Я много его нашла у хозяйки в шкафу. Пока будет стоять здесь это кресло плетеное. Вот мой столик, кстати, самодельный столик. Я не знаю, от чего эти ножки, подставки. И сверху вот такой вырезанный круг из, ну, не знаю, это ДСП, фанера, не знаю чего. Я нашла в кладовке эти два, вернее, этот кружок, это передал мой сын, он сказал, он у них на балконе лежал. Я приспособила, и получился у меня журнальный столик. Я бы хотела возле кровати поставить тумбочку, но тогда не поместится стол здесь. А стол тоже очень хорошо. Ой, Сергей говорил, это так здорово. У меня будет свой стол, будет как рабочий кабинет. И вообще мне очень нравится уже здесь эта комната. Мы когда приезжаем, он сюда заходит. Ой, как здесь хорошо. Но по сравнению с тем домом, когда у нас там пока беспорядок, а здесь же никто не ходит, в общем, беспорядок не делает. Поэтому здесь вот красиво и уютно. Вот так вот все выглядит. Даже без свечей. Вид вот такой вот солнечный, такой красивый. Вот так вот. Здесь у меня вот так вот, если близко рассматривать. И трюмо. Такое самодельное трюмо. То есть старое зеркало. Это зеркало я забрала... Я не знаю, откуда оно, но это, в общем, очень-очень старое зеркало. Это каких-то бабушек. Это было у нас на даче зеркало. Мы покупали дачу у моего дяди покойного. И вот это от его тещи, видимо, вот такое досталось зеркало. То есть очень старенькое. Комод тоже старый. Получилось вот такое у меня трюмо. Здесь я сделала вот такой вот пуфик. Вот так его украсила. Вот этой вот вышитой накидочкой, да, и корзинка, накидка. Этот у меня такой красивый столик. Кстати, я накрыла салфеткой, но я не уверена, мне надо ее подвинуть, потому что тогда закрываются вот эти красивые ручки на этом столике. Здесь вот так. И еще хочу показать вам подушку свою. Здесь салфетка на ней лежит. Хочу ее забрать домой, накрахмалить. И вот так вот красиво здесь она расположилась, эта подушечка. Здесь моя бархатная самодельная подушка. Я ее тоже из остатков бархата шила. У меня когда-то был костюм, я шила себе из бархата. Я много когда-то шила, вязала. И вот из остатков я сделала подушку. На столе я поставила лампу, потому что розетка здесь. И вечерком, когда можно поработать за компьютером или ноутбуком, попить чаю вечернего, принести чайку сюда, в эту комнату. И можно включить лампу-абажур. Вот такой вот уютный уголок. Здесь у меня вот такая вот этажерочка. И на ней тоже... такие всякие предметы, книжки, то, что поднос старых советских времен. Единственное, что здесь немножко уже стенка подпортилась, потому что я, конечно же, здесь все красила, но потом, когда глиной заделывали, тут брызги летели от глины. Вот здесь лежит зеркало, оно совершенно новое. Я хочу попросить Сергея, чтобы он сделал рамку такую самодельную. У меня есть идея, как ее сделать. И мы побелим вот эту верхнюю часть печки. Ну, а вот из этого угла вот комната вот так, с этажеркой. Ну, в принципе, неплохо. Мне вот так даже больше нравится, чем когда кровать стояла там, с правой стороны. Потому что когда заходишь, ну, все-таки сразу кровать как-то, ну, не знаю. Может, и неплохо было, но так мне больше нравится. Вот, друзья. Ну вот, здесь у меня что-то получилось, какое-то все слепленное. Ладно, достану я отсюда табуретку, поставлю ее сюда. Так мы залазим на печь. А здесь будет 2 стульчика. И вот я сажусь
сажусь к столу. Вот сажусь к столу. Можно отдохнуть, попить чайку. Привет, привет, кто включил именно с этого момента. Потому что я знаю, что иногда зрители переключают те какие-то моменты, которые мне не очень интересны. Но вот это конец видео, и смотрю, где там Сергей. Наверное, он там все вычерпывает воду из погреба. Пойду сейчас проверять, потому что солнышко садится. Нам уже уезжать. Я хотела еще шпинат посадить, но уже не успеваю. Сегодня мы купили семена, мы купили бордоскую жидкость. Ну и, в общем, эти наши поездки, мы думали, быстрее все будет. Но оказалось, как всегда. Поэтому, ну ладно, у нас куплено все. Поэтому, когда в следующий раз приедем, сразу я пойду в парник сеять, а Сергей пойдет опрыскивать деревья и белить. Сказали, тем более в солнечный день нельзя белить деревья. Все, друзья, до следующих видео. Надеюсь на скорую встречу с вами. Я вот видела, что я же здесь еще икону повесила вот в изголовье. Вам сейчас покажу. Я никак не прощусь с вами, да, друзья, сейчас покажу. Вот наш домик на закате. Ну, не совсем закат. А здесь все пока не убрано. Вот приедем, начну уборку здесь, разбирать все здесь. То, что мы здесь поскладывали, чтобы защитить от осадков, снега, дождя. Все под дом, все под дом. Потому что у нас нет сарая, как я говорю, да. Это еще у нас в перспективе. Я повесила салко. Думаю, что птички достанут. Вот. И наложила салко в домик их. Птичий домик. Ну, кормушка. Она у нас пока здесь просто стоит. Я думаю, что кто-нибудь найдет это салко. Вот 2 кусочка повесила. Ой. В любое время суток в деревне, конечно, красота. Не хочется уезжать. Солнышко, тепло. Я стою здесь напротив своих окошек. Напротив домика. Моя веранда. Я не знаю. Но говорят, что это все такое старое. Вот эти окошки. А мне они так нравятся. Вот эти узорные окошки. Милые такие, трогательные. Поэтому я до последнего тянула, когда меня убеждали, что нужно заменить на стеклопакеты. Там впереди у нас душ. Некоторые думают, что это туалет. Нет, друзья, это душ. Вот за черешней и сложены кирпичи от старой печки. Друзья, вот на закате, как я говорю, солнышко садится. Мы собираемся уже скоро уезжать. Сергей там вычерпал воду всю в погребе. Но нас радует и то, что мы, что называется, немножко с припасами, благодаря нашему погребу новому, вот, который нам достался вместе с покупкой соседнего дома. Это 2-й дом. Погреб такой капитальный, из больших камней, но там нужно его, конечно, приложить руки, потому что вот вы видели, что там полно было воды, и Сергей вычерпывал воду, и в следующий раз, конечно, мы поставим нашу скрыню деревянную для картошки уже на какие-то более высокие, или на 2 кирпича, или как-то так, потому что он буквально чуть ли не плавал в воде сейчас. Ну, картошка не намокла, но жалко сам вот этот вот ящик, да, Сергей его делал, и ну, жалко, что он может сгнить от сырости, от влаги. Но оно уже ведь недавно стало там много воды, до этого там, я думаю, что там была такая нулевая температура. Но все равно это мокро, и поэтому надеюсь, что плесень, она же разводится при плюсовой температуре больше. Ну вот, друзья, всем пока-пока. Вот такое путешествие за город
мой деревенский домик. Надеюсь, вам понравилась экскурсия в мои домики. Всем пока-пока, друзья!